Всем здравствуйте! Сегодня я хочу предложить связать вот такой совершенно несложный узор. Он вяжется очень легко и состоит всего из 4 рядов. Вот первый, второй, третий и четвертый ряды. И потом снова мы повторяем, как вы видите, столбики с накидом. Снова повторяем эти 4 ряда. Таким узором можно связать любую летнюю одежду, это маечку, платье, кофточку. А также, если взять пряжу с мохером, то можно связать и шарфик. И это уже получится теплая вещь. Вот так. Также можно связать и жилетку. Так что вот такой универсальный красивый узор и вяжется совершенно просто и легко. Так, приступим к вязанию. Для данного узора я буду использовать пряжу 100% хлопка. Это Alize Bella. Здесь в 50 граммах 180 метров. И крючок буду использовать номер 2. Теперь набираем цепочку из воздушных петель. Я буду набирать 25 воздушных петель. Вот я набрала цепочку. Теперь добавляем еще 2 воздушные петли. 1, 2. Делаем накид, и теперь в 4-ю воздушную петлю от крючка будем провязывать столбик с накидом. 1, 2, 3 и вот 4-я. Итак, в каждую воздушную петлю предыдущего ряда нам нужно провязать по столбику с накидом. И так довязываем до конца. И вот мы провязали первый ряд. Теперь 1 воздушная петля, разворачиваем вязание. И теперь в первый же столбик провязываем столбик без накида. Далее 2 воздушных петли, сделали накид, 2 столбика пропускаем, 1, 2, в 3 провязываем столбик с накидом, 2 воздушные петли, сделали накид, и в этот же столбик провязываем столбик с накидом. Снова 2 воздушные петли, пропускаем 2 столбика в предыдущем ряду и в 3 провязываем столбик без накида. Вот если не учитывать вот первый наш столбик, вот так из 6 столбиков выглядит раппорт нашего узора. И далее мы будем продолжать повторять вот этот вот раппорт до конца ряда. То есть 2 воздушные петли, сделали накид, пропускаем 1, 2 столбика, в 3 провязываем столбик с накидом, 2 воздушные петли и снова в этот же столбик провязываем столбик с накидом, 2 воздушные петли, 1, 2 и вот в 3 столбик провязываем столбик без накида. Снова 2 воздушные петли, сделали накид, 1, 2, в 3 провязываем столбик с накидом, 2 воздушные петли и вот так чередуем все до конца ряда. Снова 2 воздушных петли, 1, 2 столбика пропускаем, в 3 столбик без накида, 1, 2 столбик с накидом,
2 воздушных петли, сюда же провязываем столбик с накидом, 2 воздушных петли, и вот 1, 2, и вот там, где у нас воздушные петли для подъема, в них провязываем столбик без накида. И вот мы с вами провязали второй ряд. И вот такой у нас получился второй ряд. Теперь вяжем третий ряд. Для этого набираем 4 воздушные петли, 1, 2, 3, 4 для подъема. Далее вот под арочку из 2 воздушных петель нам нужно провязать 3 столбика с накидом с одной общей вершиной. 1, 2, 3. И теперь эти 3 столбика провязываем вместе. Далее 2 воздушных петли, 1, 2. Снова сюда провязываем 3 столбика с одной общей вершиной. 2 воздушные петли и еще провязываем 3 столбика с общей вершиной. 1, 2, 3. Вот что у нас получилось. Далее 1 воздушная петля и переходим до следующей вот арочки и в нее провязываем точно вот такие же самые элементы. 2, 3. Далее 2 воздушных петли, еще повторяем 3 столбика, две воздушных петли и еще далее 1 воздушная петля, еще повторяем так же само вот в арочке 3 столбика, 2 воздушных петли, 3 столбика с одной общей вершиной. Это второй вот лепесточек, и еще повторяем третий. 1 воздушная петля, и в последнюю вот арочку провязываем точно такие же элементы. 2 воздушных петли, 2 столбика, вот третий столбик, 2 воздушных петли и еще 3 столбика, 1, 2, 3. И теперь вот 1 воздушная петля. И теперь вот в конце ряда нам нужно провязать столбик с 2 накидами. Вот что у нас получается. И теперь вяжем 4-й ряд. Для подъема 1, 2, 3 воздушные петли, и для узора еще 1 воздушная петля. Теперь разворачиваем вязание и далее провязываем столбик с накидом вот между
первыми двумя вот лепесточками. Далее опять воздушная петля, пропустили вот один лепесточек и между следующими двумя лепесточками снова воздушная петля между вот этими вот листиками. И получается, мы вяжем вот как филейное вязание. Воздушная петля между следующими листиками, столбик с накидом, воздушная петля, снова воздушная петля, и так довязываем вот до конца. Еще воздушная петля. Повторим. Воздушная петля, столбик с накидом, воздушная петля, и здесь в конце, вот там, где для подъема у нас были воздушные петли, вот туда провязываем столбик с накидом. И вот что у нас получается. И вот наш узор состоит из этих 4 рядов. Далее нам нужно повторять вот первый ряд, то, что мы вязали, столбики с накидом, и второй ряд вот ажурный, третий ряд вяжем листочки, и четвертый ряд филейное вязание, и так чередуем. Давайте вот я покажу, как нужно вязать следующий ряд. Это у нас будет 5-й ряд, 3 воздушные петли для подъема, развернули вязание, и теперь вяжем столбики с накидом вот под каждую воздушную петлю, в каждый столбик с накидом. И вот так мы провязываем вот до конца ряда. То есть мы повторяем вот наш первый ряд. Вот он. И вот в конце, обращаю ваше внимание, в столбик мы провязываем столбик с накидом. Здесь у нас воздушная петля, под нее провязываем столбик с накидом. А теперь еще один столбик с накидом нам нужно провязать там, где у нас воздушные петли для подъема в предыдущем ряду. Вот так. И вот как выглядит наш узор. Всего этот узор состоит из 4 рядов. И вот так мы их повторяем. Всем спасибо за внимание. До новых встреч!